Всем привет, ребята! Я думаю, что вы заметили, что я немножко пропала. Дело в том, что авторские права на ютубе последний раз на стриме нас заблочили, кинули мне предупреждение. Если вы хотите знать об этом более подробно, то вы можете почитать в телеге, ссылка внизу в описании. Но давайте не будем задерживаться, потому что у нас сегодня очень интересный видос. Я знаю, что многим из вас понравилась эта рубрика, я безумно рада. Я делала опрос в телеграме, какую группу вы хотите в этой рубрике видеть следующей, и вы проголосовали за Motionless in White. Моя задача в этом видео показать вам свои любимые треки от первого альбома до последнего и, собственно, рассказать, о чем же они. Все, давайте уже погнали. Когда меня спрашивают, какой трек у Motionless in White у тебя самый любимый, я всегда отвечаю Make You Let Misconception, потому что она прямолинейная, напористая, и, мне кажется, самая тяжелая за всю карьеру у Motionless in White. Основная идея и главная моя забота заключалась в том, чтобы провести параллель между двумя временными периодами. Нашей группы и всех непредубежденных людей в современном мире и временным периодом жизни Иисуса и показать, насколько они похожи. Я хотел подчеркнуть лицемерие и поднести зеркало ко всем самодовольным, уверенным в своем превосходстве людям и показать им, насколько они полны дерьма. У нас есть собственные убеждения, и мы не боимся говорить о них. Мы не сатанисты, у нас есть позитивное послание к обретению самооценки и внутреннего мира. Мы не дискриминируем никого, независимо от того, как они выглядят. Их вера, ориентация или раса. И верьте или нет, я испытываю огромное уважение к Иисусу Христу. Тем не менее, мы все еще постоянно разрываемся на части за то, какие мы есть. Звучит очень похоже на то, что случилось с человеком, в которого люди, критикующие нас, вложили всю свою веру. Разница между мной и Иисусом в том, что он пытался убедить людей поверить в Него и высшую силу, чтобы найти спасение. Я пытаюсь убедить людей поверить в них самих. Не Бог контролирует вашу жизнь, а вы. Моя группа и я на 100% полностью осознаем, что не все христиане или последователи какой-либо религии имеют похожие взгляды и делают то, что делают люди в этом видео. В своих путешествиях я встретил много замечательных людей, которые были христианами. И независимо от того, нравится им Motionless in White или нет, они все равно умеют сохранять непредвзятость и относиться к нам с уважением. Я не хочу, чтобы кто-либо, смотрящий это видео, чувствовал, что он должен злиться на каждого человека любой веры или что мы прямо атакуем их веру. Песня очень ясно написана о людях, которые злоупотребляют именем Бога, используя его для получения выгоды или причинения вреда другим эмоционально или физически. Но что еще более важно, она написана как призыв к любому человеку в этом мире, чтобы собраться вместе и бороться с невежеством, которое останавливает развитие человечества. Ты в каждой строчке ощущаешь ненависть и обиду, и попытку докричаться и сказать: «Эй, мы тоже люди, и вы не имеете права плевать нам в лицо из-за того, что мы не разделяем какие-то ваши убеждения и взгляды». Брейкдаун в нем до сих пор вызывает у меня мурашки, а слова в нем можно нести просто как мантру по жизни. Эта песня является отсылкой к произведению Артура Миллера «Суровые испытания», и название трека – это, собственно, имя главной антагонистки данной пьесы. В основу пьесы «Суровые испытания» легли события, произошедшие в городе Салеме в 1692 году. Тогда в сговоре с дьяволом и колдовстве были обвинены несколько женщин, которые, по словам жителей, насылали на людей и скот порчу. Женщины были признаны виновными и казнены. Одна из сюжетных линий описывает развитие процесса в Салеме, а также показывает трагедию тех женщин, которые не могут оправдать себя не потому, что виновны, а потому, что судьями движут абсурдные предрассудки и убеждения. Песня поется от лица Джона Проктора, неважно, к его предмету воздыхания Эбигейл, которая приговорила многих женщин к смертной казни в суде над салемскими ведьмами. Эта строфа относится к тому факту, что он влюблен в нее, но из-за ее действий они никогда не смогут быть вместе, потому что она обвинила его в колдовстве и приговорила к смертной казни. Почувствуй, как сильно тяжесть камней давит тебе на грудь. Это отсылка к Джайлзу Кори, который отказался признаться в том, что он колдун. Его пытали, но он все равно отказывался признаться, сказав только «больше веса». Эта строка сообщает нам исход истории, а именно казнь Джона через повешение. Но даже в конце он надеется, что встретит Эбигейл, но уже в аду. Я даже не задумывалась, что этот трек отсылает нас к пьесе, и когда я
преисполнилась в своем познании, я открыла ее для себя совершенно по-новому. Это про то, что я часто живу прошлым. В моей жизни есть множество вещей, от которых я не могу избавиться, выкинуть из головы, особенно за последние 5 или 6 лет. Много друзей приходили и уходили. Многие заведения, в которых мы начинали играть, теперь закрыты. И все изменилось. Я с нетерпением жду будущего, но в то же время я чувствую сожаление о том, что живу, как будто ничего никогда не изменится. Во втором куплете есть ссылка на место с названием Dome. Это мой способ дать понять группам и фанатам из нашего родного города, что я очень скучаю по ним и по этим шоу. Живя в тени шрамов, прошлое определяет, кто ты есть. В попытках убежать от прошлого мы теряем настоящее, поэтому нужно принять его, ведь оно определяет нас. В целом песня рассказывает об особенностях жизни в Америке и о некоторых представителях ее населения. Данные строки говорят о том, что кто-то может получить жесткий приговор за пиратство, а кто-то может быть освобожден от наказания за убийство. Здесь Крис поет о том, что из красивых лиц поп-эстрады, внутри которых лишь уродство и пустота, делают святых идеалов. Цены на нефть так высоки, что мы не можем прокормить себя, так что мы закупаемся в фастфудах, чтобы утолить потребности. Это известный факт, что в Америке фастфуд намного дешевле натуральных продуктов питания. Мы принимаем медикаменты, чтобы стать кем-то другим, и снимаем одежду, чтобы оплатить счета. Но думаю, здесь комментарий излишний. Любимый трек в данном альбоме — это просто сочетание для меня Мэрилина Мэнсона, Рамштайн и самих Motionless in White. Такая прямо взбучка получается. Помню времена, когда я слушала его просто 24/7. Этот трек скорее ответочка людям, которые презрительно-агрессивно относятся к группе, пытаются унизить и на личные нападки на Криса. Строки пропитаны злостью и презрением к таким людям и их системе жизни. Ты тратишь весь свой кислород, язвя, но не перестаешь падать. Я никогда не хотел быть образцовым гражданином для твоего декора, но ему никогда не пробить мою кожу, ведь я то, кем ты не станешь, дурак. В этом тексте есть отсылка к ранее упомянутой песне Immaculate Misconception. Теперь я твой образцовый гражданин, распни меня на кресте, замучай за мои грехи и дай моему телу изгнить. Сказал однажды, и теперь повторю снова, думай, прежде чем что-то сказать, и вали с моей дороги. В принципе, по подаче и посылу два этих трека схожи, однако Infamous, как по мне, менее злой, но более дерзкий. Крис в этих строках говорит, что многие люди судят о вещах, о которых не имеют ни малейшего понятия. Они дают себе право выносить суждения, не разбираясь в вопросе, что глупо и опрометчиво. Он больше не хочет молчать и не боится высказывать в лицо свое мнение. Как бы вы ни были опущены и изнеможены, у вас только два выхода – либо встать и идти, либо потерпеть неудачу и утонуть в своих страданиях. Это песня о двух влюбленных, которые постоянно возвращаются друг к другу, хотя знают, что их отношения токсичны. Кстати, эта песня совместно с Марией Бринк. Что если я скажу, что планировал это? Что если я хочу потерять контроль? Мы отыграли эти роли уже 1000 раз. Все тот же старый сценарий, просто другая ложь. Ты исчезаешь без следа, маскируешь преступление на своем лице. В этих строках Мария поет о том, что возлюбленный приносит ей не только удовольствие, но и страдания, однако она все равно продолжает к нему возвращаться снова и снова, разрушая себя. Герой понимает, что медленно убивает возлюбленную, но он также зависим и не может остановиться. Вообще очень чувственная и красивая песня о больной любви. Думаю, она откликнется в сердцах тех, кто испытывал нечто подобное. В этой песне говорится, насколько сложно изменить свою жизнь, некоторые привычки, разорвать этот порочный круг. Крис словно опускается в дебри своего разума, пытается что-то переосмыслить и изменить свою жизнь. Шепот одного есть крик другого. Интересная строка, мне кажется, здесь подразумевается, что либо второе «я» нашептывает неверные мысли, которые потом приносят боль и крики, либо же здесь говорится о других людях, которые под маской заботы пытаются склонить на ложный путь. На протяжении всей песни Крис не может избавиться от былых воспоминаний и травм, которые преследуют его и оставляют след и сейчас. Но иногда нужно просто открыть эту дверь в неизведанное.
Во-первых, стоит упомянуть, что это трек с участием Джонатана Дэвиса, вокалиста группы Korn. И снова в этой песне мы как будто наблюдаем очередной вызов. Ваша жизнь – это ваша вечеринка, и только вам решать, какой она будет. Никто не имеет права отнять это у вас. Всегда будут люди, которые пытаются потушить вас резкой критикой и оскорблениями, чтобы вы поддались и сдались. Но вы должны быть сильными и понимать, что ваша жизнь принадлежит только вам. Песня Soft, несмотря на ее название, является одной из самых тяжелых на альбоме. Трек посвящен как раз-таки людям, так называемым хейтерам, которые только и умеют что осуждать, а потом ночами плачут в подушку от своей никчемности. Ты оставляешь свой трон, когда бросаешь камни. Я выше жизни под твоим микроскопом. Эти люди посвящают свою жизнь слежкой за другими и разбором чужих недостатков. Вместо того, чтобы заняться собой, завидуют и истекают желчью, окружая себя негативом и нытьем. Позволь-ка начать. Зависть – грех. Тебе придется изобрести новые слова, потому что я слышал твою заезженную пластинку, и я не впечатлен. Это моя любимая песня в альбоме Graveyard Shift. Она невероятно такая прям мощная и бодрит, я бы сказала так. Текст песни был вдохновлен моими личными разговорами с людьми в ЛГБТ-сообществе, их чувствами и борьбой. Если воспринимать текст песни через призму этого высказывания, то действительно создается ощущение, как будто нас погружают в мысли человека из ЛГБТ-сообщества. Оголяет нам его чувства, которые постоянно находятся в напряжении. Он сомневается в себе, в мире вокруг, боится признаться себе и миру в том, кто он на самом деле, и борется со своими демонами каждый день. Если бы я сказал тебе правду, ты бы умоляла меня измениться. Это действительно тяжело и просто сжирает, не оставляя живого места. Голоса опять в моей голове бьют меня на войне, и я не могу победить, я могу слышать их сейчас. Каждый, кто столкнулся в свое время с непониманием окружающих, найдут отклик в этом треке. Я держу все внутри, потому что знаю, в человеке нет доброты. Эта песня была создана для того, чтобы отпраздновать десятилетие группы, их успех, которого они добивались на протяжении многих лет, и также поблагодарить фанатов за поддержку. Кстати, клип очень милый, такой камерный. Я, когда в первый раз его смотрела, даже расплакалась, потому что там как раз-таки присутствуют фанаты. Ребята рассказывают через текст о создании группы и о том, как музыка нужна была им в тот момент. «Разденьте меня, разорвите на части, и вы обнаружите лишь одну основную мысль. Нет стоп-сигнала до тех пор, пока мои вены не заржавеют». На протяжении всего пути они постоянно находились в борьбе, но даже не думали останавливаться. «Меня больше не преследуют скелеты в шкафу, меня больше не преследует прошлое». Эти строки говорят о том, что ребята выросли как личности. Если вспомним ту же песню Cobwebs из первого альбома, где Крис поет, что прошлое его преследует, здесь мы видим, что сейчас он смог его принять и отпустить. Наконец, спустя долгие годы работы и преодоления множества препятствий, группу услышали, и она действительно добилась успеха и признания. Изначально в группе было 4 человека, но на момент написания песни их стало уже 6. Без денег, но благодаря преданности делу и упорной работе, находясь в тупиках и многочисленных турах, они продолжали свой путь. Эта дорога провела их через обман и предательство, и они осознали, что просто так всем доверять нельзя, нужно быть осторожными, серьезно относиться к своему делу, и тогда все получится. Очень чувственный трек о бескорыстной, чувственной и вечной любви. Кстати, он переполнен красивыми метафорами, которыми можно просто умиляться. Например, «Растопи свое сердце, заключенное в воск, и я украду его поцелуем. Наша судьба выгравирована шрамами порабощения, и как мы разрушена. Поверь, моя любовь, я нагрешил достаточно для нас обоих». Это песня о двух сломленных людях, которые находят друг друга и понимают, что их сломленность – это то, что их сблизило. Криса преследует его прошлое, его ошибки, но он готов истекать кровью или пройти через боль и страдания, чтобы исправить их. Он готов на все ради любимого человека. Во время написания этой песни Крис явно переживал не лучшие времена, и чувствуется, как будто бы он закрылся от всех за призмой этой маски. Но через какое-то время он пережил свои тяжелые времена,
и наконец-то готов вырваться. Пока терял надежду, я обрел себя. Я заблудился, чтобы найти свой дом. Я спрятался, чтобы в живых остаться. Теперь готов я показать свое лицо. Моя любимая часть — это бридж. Эти строки у меня просто наизусть и вот до сих пор в башке. Устал носить я эту маску, устал лицо свое скрывать. Устал от каждого ублюдка, что мне доводится встречать. Устал искать ответы тщетно. Скрываешь правду, слышу лишь брехню. Нахрен твое в унынии есть смысл, я тебя похороню. Копай. Ну и финальная песня, мне кажется, самая чувственная и красивая за всю карьеру Motionless in White. Здесь поется о том, что несмотря на сильную любовь и привязанность, людям иногда все-таки приходится расстаться, потому что их жизненные пути расходятся. Это очень больно, но иногда выхода просто нету, и остается только надеяться на то, что они встретятся в следующей жизни. Крис поет о том, что, несмотря на многочисленные попытки, отношения сохранить не удалось. Но он не может отпустить. Видит ее во снах и во всем вокруг, и продолжает так же искренне и преданно любить. Песня пропитана болью, и я в первое время каждый раз после прослушивания рыдала, так как Крис смог подкрепить и без того стильную лирику чувственными вокальными партиями с настоящим надрывом, а инструментал ставит точку в великолепии данного произведения. Да, я считаю эту песню настоящим произведением. Ну что ж, на этом все, ребята, давайте теперь сделаем небольшие выводы. Motionless in White выглядит безумно мрачно, у них такой готический стиль, немножко отпугивающий, наверное, как будто бы они являются исполнителями блэк металла. Они все равно, несмотря на это, действительно несут интересные мысли в своих текстах и песнях. Казалось бы, посмотришь с первого взгляда и кажется, что они там поют постоянно о трупах, о смерти, о кладбище и так далее, но это далеко не так. Ребята поют о действительно важных вещах, о переживаниях людей, о том, что может волновать каждого из нас. В общем-то, да, я, наверное, открыла для вас только небольшую часть их творчества, у них она намного интереснее, обширнее. И на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Напишите внизу в комментариях свои любимые треки. Если у вас есть свое личное мнение по поводу какого-то из этих треков, о которых я говорила ранее, упоминала, пожалуйста, напишите внизу в комментариях, с удовольствием почитаю. Спасибо за просмотр. Пока.